Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаю к себе на кухню готовить очень вкусные запеченные кето-бутерброды. Они чем-то напоминают маленькие пиццы. Моя семья их просто обожает, поэтому готовлю их на регулярной основе. Но много их съесть не получается, так как они настолько сытные, что съев 2 бутерброда, кажется, что в желудке уже просто нет места. Хотя очень хочется еще. Уж такие они вкусные. Итак, приступим к приготовлению. Вот ингредиенты, которые нам потребуются. Для начала приготовим хлеб. Нам понадобятся тыквенные семечки, грецкие орехи, куриные яйца, разрыхлитель, сахарозаменитель у меня эритрит, морская соль, кокосовое масло, сливочное масло, яблочный уксус, сушеный чеснок и орегано. Все граммы и кабажу я, как всегда, указала внизу под видео. Итак, приготовим хлебушек из тыквенных семечек. Он получается самый вкусный и больше всего похож на обычный хлеб, а грецкий орех придает ему неповторимый ореховый вкус. Семечки и грецкий орех измельчаем до муки крупного помола любым удобным способом. Я воспользовалась кофемолкой. Насыпаем муку в любую удобную емкость. В середине делаем небольшое углубление, высыпаем туда разрыхлитель и выливаем яблочный уксус. Далее высыпаем туда сушеный чеснок, орегано, морскую соль и сахарозаменитель, у меня эритрит, для баланса вкуса. Специи вы можете использовать по своему усмотрению, какие вам больше всего нравятся. Выливаем растопленное кокосовое и сливочное масло, я растапливаю в микроволновке, и отправляем туда же яйца. Все тщательно перемешиваем, удобнее всего, кстати, это делать венчиком. И даем нашему тесту немного постоять. Далее берем формочки, которые можно ставить в микроволновку. Я застилаю их пергаментом, так как впоследствии так будет легче вынимать хлебушек. И выливаем в них тесто, но не до конца, так как хлеб хорошо поднимется и может вылезти наружу. Ставим в микроволновку минут на 5. И все, готовый хлеб вынимаем и даем остыть. Далее нарезаем хлебушек на подходящие кусочки и приступаем к сборке бутербродов. Для первого варианта нам понадобится творожный сыр, копченый бекон, болгарский перец, твердый сыр, домашний майонез, чеснок, сушеный репчатый лук, кокосовое масло, вяленые томаты и зеленый лук, несколько перьев для украшения. Приступаем. Копченый бекон нарезаем небольшими кусочками. Смотрим, конечно, чтобы бекон был копчен натуральным способом, а не жидким дымом. Нарезанный бекон отправляем на предварительно разогретую сковороду и обжариваем на кокосовом масле. Далее нарезаем лук не очень мелко и отправляем к бекону обжариваться до прозрачности лука. После чего выключаем огонь и даем бекону с луком остыть. Мы же пока нарежем вяленые томаты не очень мелко и добавим их в творожный сыр, который я уже давно делаю сама. Получается намного дешевле, а на вкус ничем не уступает покупному. И во всяком случае я точно знаю, что там нет никаких загустителей, крахмала и прочей ерунды. Для этого берем любой кефир, желательно пожирнее, тогда сыр получится более вкусный, и отправляем его в морозильник до полного замерзания. Я обычно делаю это на ночь. А утром извлекаю его из упаковки и выкладываю на кусок органзы. Использовать марлю мне не нравится, ее потом стирать намного сложнее, а с органзы и сыр проще выкладывается, и использовать намного проще после стирки. Подвешиваю полученный мешок из органзы и жду, когда кефир полностью растает, и с него сойдет вся сыворотка.
Вот и все, проще не придумаешь. А сыворотку потом можно использовать в выпечке или приготовить из нее окрошку. Так что безотходный процесс. Чем жирнее был кефир, тем больше получится сыра и меньше сыворотки. Далее к творожному сыру и томатам отправляем порезанный кубиками болгарский перчик и сушеный чеснок. А лук с беконом тем временем остыл, снимаем его со сковороды. Нашу основу для бутербродов перекладываем в более глубокую емкость, чтобы впоследствии было удобнее все перемешивать. Выкладываем домашний майонез и остывший жареный бекон с луком. Соль я не добавляю, так как бекон, томаты достаточно соленые. Вы на свой вкус можете добавить немного соли. Все тщательно перемешиваем. Твердый сыр натираем на мелкой терке, чтобы сверху посыпать бутерброды. И отставляем все в сторону. Мы же пока приготовим второй вариант начинки для наших бутербродов. Для этого нам понадобится копченый свиной окорок, твердый сыр, домашний майонез, свежий чеснок, укроп несколько веточек, свежий помидор, морская соль, зеленый лук и смесь перцев по вкусу. Приступаем. Копченый окорок нарезаем кубиком. Опять повторюсь, желательно, чтобы он был натурального копчения. И отправляем его в салатник. Далее твердый сыр натираем на мелкой терке и отправляем туда же к окороку. Помидор нарезаем кубиком. Если в нем много жидкости, ее лучше слить. Также выкладываем в салатник. Мелко нарезаем укроп и зеленый лук. Немного лука нужно отложить для украшения готовых бутербродов. Добавляем соль, смесь перцев. Выдавливаем через пресс чеснок и заправляем все домашним майонезом. Все тщательно перемешиваем и приступаем к сборке бутербродов. Половину нашего хлеба намажем творожным сыром с вялеными томатами. Сверху присыпем немножко тертым сыром. А на вторую половину хлебушка выкладываем смесь окорока, сыра и помидоров. Готовые бутерброды выкладываем на противень, застеленный пергаментом, и отправляем в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на несколько минут, до того момента, пока сыр расплавится. Ну вот и все, наши бутерброды готовы. Посыпаем сверху зеленым луком и украшаем веточкой укропа. И можно звать всех к столу, потому что ароматы на кухне стоят просто нереальные. Всем приятного аппетита, кушайте с удовольствием, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вам не сложно, мне будет очень приятно. А также по ссылке внизу под видео переходите на мой сайт, где я рассказываю, как я похудела на 25 килограмм именно на таком типе питания и на этих рецептах. Всем пока-пока, увидимся с вами в следующих видео.